Здравствуйте. Советский Союз был государством жестоким, злым, мстительным. Своих врагов уничтожал по всему миру, не считаясь чужой юрисдикцией. Генерал от инфантерии Александр Павлович Кутепов был схвачен в эмиграции агентами ОГПУ прямо на улице Парижа 26 января 1930 года, через 10 лет после окончания гражданской войны. Убит. Троцкий 20 августа 1940 года получил ледорубом по голове в Мексике, расстояние от которой до Лубянки Лев Бронштейн полагал безопасным. Атаман генерал-лейтенант Петр Николаевич Краснов в мае 1945-го вместе с казаками был предательски выдан англичанами в руки НКВД, расстрелян на Лубянке в 1947-м. 30 сентября 1985 года Хизбалла похитила 4 работников советского посольства в Бейруте. Одного сразу убили, 3 держали в плену. Захватом руководил глава оперативного отдела Хизбаллы Имад Муания. КГБ взял в заложники 2 его ближайших родственников, одному перерезали горло и подбросили труп Имаду Муании с запиской, что КГБ СССР зарежет и второго, если не отдадут пленных. 30 октября советские заложники были освобождены. Но были случаи, когда советская власть не убивала, а выгодно меняла заложников. Фильм «Мертвый сезон» красиво показал сцену обмена провалившегося советского шпиона Рудольфа Ивановича Абеля на сбитого американского летчика-шпиона Фрэнсиса Пауэрса. Сцена на мосту была отлично снята в пользу Советского Союза. Мировой империализм украсили 3 мотоциклиста в ряд, но строй автомобилей был хаотичным, неприглядным, как и полагается оппонентам. Советская сторона приехала на 3 строгих черных «Волгах» последней модели, ГАЗ-21 строй держала. Шпионы на мосту обменялись взглядами, каждый обозначил попытку морального превосходства, после чего братская семья чекистов расцеловала обожаемого советскими женщинами литовца Донатаса Баниониса. Все сели по машинам, и 3 черные «Волги» синхронно, четко, показательно развернулись на узкой дороге, противопоставив себя хаотичным и неловким движениям американских автомобилей, унося освобожденного Абеля в счастливый социализм. Сцена в кино длилась 4 минуты 48 секунд, восхищая советского зрителя. Обменяли хулигана на Луиса Карвалана, где б найти такую ять, чтоб на Брежнева сменять? Хулиган в этой частушке Владимир Константинович Буковский, правозащитник, бунтарь, писатель, политический заключенный. Его и вправду поменяли по выгодному курсу 1 к 1. О возврате к советской жестокости, неизбежным отрезанным головам стало понятно в 2012-м, когда на Пасху министр православия Гундяев посадил на 2 года Надежду Толоконникову, Марию Алехину, Екатерину Самуцевич. После этого тех, кто остался в стране, начали сажать, вернув в повседневную жизнь понятие политических заключенных. Зато недосягаемых, кто вовремя уехал, стали казнить заочно, глупо награждая тюремными сроками. Мстительные фантазии предназначены иноагентам, остальным приличным и неравнодушным, кого власть очень хочет уничтожить, но руки короткие. Сроки им выписываются от 2 лет до бесконечности. Клацанье зубами отчетливое, многообещающее. Менять заложников будут редко, сажать, уничтожать часто. Поскольку карать, мстить, убивать получается не всех, не сейчас, чтобы не простаивать и заниматься любимым делом, кроме людей, Россия сводит заочные счеты с иностранными фирмами. Французская «Рено» сделала слишком много хорошего, доброго, полезного для главного русского неудачника завода «АвтоВАЗ». Если бы не французы, не шведский директор Бо Андерсон, у «АвтоВАЗа» осталась бы только престарелая Нива и доисторическая Гранта. Ни Весты, ни Ларгуса, ни Искры, ни Азимута. Только лапти, онучи, портянки. За отзывчивость, заботу, потраченные 2 миллиарда 300 миллионов евро, по русскому обычаю полагается отомстить. Постановлением правительства России номер 1545 французский концерн «Рено» внесен в черный список. Разбомбить его во Франции, устроить атаку дронов, вытоптать танками невозможно.
Поэтому отныне Рено на территории России, где их след давно простыл, запрещено зарабатывать. Французам, если бы они опять взялись возрождать АвтоВАЗ, согласно постановлению российского правительства, нельзя совершать различные сделки, исполнять обязательства по уже совершенным сделкам, выплачивать дивиденды, проводить платежи, совершать операции с ценными бумагами, проводить финансовые операции, которые были бы выгодными. Это не первая попытка посадить Рено в тюрьму заочно. До этого правительство заявило о нежелании исполнять прежние договоренности с французами об опционе на обратный выкуп в течение 6 лет и готовило платные препятствия для возможного возвращения Рено в Россию, мечтательно формируя перечень взяток и откатов. Теперь понятно, что ни денег, ни французов не будет, поэтому остается посадить Рено в тюрьму заочно. Рядом с Мерседесом, грузовое подразделение которого Daimler Truck в июне 2025 года получило срок в будущей российской тюрьме за слишком добрую помощь КАМАЗу. Роллс-Ройсу приготовиться, у них тоже много достойных поступков. Хорошие машины, как и хорошие люди, в России должны быть наказаны. Тоннель Хрущева-Кеннеди, Брежнева-Картера, Андропова-Рейгана, Горбачева-Рейгана, Ельцина-Буша, Путина-Трампа – общепринятая сказка продолжительного действия. Про него вспоминают при политическом потеплении и забывают при похолодании. Иногда тоннель грезится мостом, но суть всегда одинаковая. Два великих народа, две огромные страны, две важнейшие экономики почему-то не вместе. Предлагается исправить. Впервые идея соединить две страны возникла в 1890 году. Американские железные дороги предложили паромную переправу и пожелали концессию в 90 лет на проезд по России и американскую монополию на освоение недр. Следующий заход был в виде моста, конструкции инженера Йозефа Штрауса. Петр Аркадьевич Столыпин оба предложения отверг. После смерти Сталина, когда в нормальную жизнь еще не верилось, советская гигантомания еще не отпустила, инженер Петр Борисов зарегистрировал в Государственном комитете по изобретениям и открытиям СССР проект улучшения климата Чукотки и предложил перекрыть Берингов пролив дамбой, пустив поверху шоссе и не только климат изменить, но и открыть автомобильное сообщение с Америкой. Мост у Хрущева мелькнул единожды, в 1961-м, после встречи с Кеннеди в Вене. Кеннеди вскоре убили, а Хрущев решил одолеть Америку не мостом, а кукурузой. Следующая попытка соединить континенты случилась в 1991-м. Тогда возникло несколько международных организаций, предложивших экономическое и политическое обоснование проекта. Но Макдональдса и ножек Буша оказалось более чем достаточно. Рыть тоннель не стали. В 2013 году бывший наш Федор Соловьев в Америке зарегистрировал компанию Интерберинг и даже начал собирать валежник на будущей стройплощадке, но денег на остальные работы не нашел. Зато бюджет проекта в 250 миллиардов долларов остается единственной доступной цифрой для дальнейших обсуждений. Чтобы ковырять дырку между континентами, необходимы не только деньги, но, во-первых, другой американский президент, во-вторых, другая Россия. Аляске тоннель не нужен. Штат отрезан от основной страны Канады, с которой у Трампа экономическая война. Чтобы затея обрела смысл, надо договариваться с Канадой о совместном использовании, что на сегодня маловероятно и возможно только при другом американском президенте. С российской стороны любой подобный проект непременно достается Ротенбергу. Он возьмет деньги из бюджета, привычно присвоит, заявит, что это его собственное, и потому Россия ему должна, из-за чего либо въезд платный, либо откат ежегодный, как, например, в случае с Платоном, когда вне зависимости от собранных с водителей денег, безотносительно прибыли или убытков, Россия Ротенбергу выплачивала каждый год 11 миллиардов рублей. С американской стороны тоннель может достаться Трампу в придачу к Трамп-Плаза на Красной площади, прочему строительству имени Альберта Канна. Но основная проблема в другом. С американской стороны к тоннелю будет прилагаться Америка. Дороги, инфраструктура, люди. С российской стороны ничего.
Ни людей, ни дорог, ни землянки с буржуйкой. Единственные, кто окажется рядом с воротами в Америку, станут зэки ближайшего концлагеря. Но и концлагерь придется восстанавливать. Ближайшим был Чукотский лагерь Дальстроя в Игвикиноте, недальновидно закрытый в 1956-м. Второй очаг русской цивилизации – Чаунский лагерь в Певеке, закрытый в связи с долгожданной смертью Сталина в 1953-м. В остальном это непригодная для жизни необитаемая окраина Российской империи. До ее освоения руки не доходили никогда. И проложить здесь тоннель означает необходимость строительства дороги, которой тут никогда не было, и нормальной жизни, которой никто не допустит. Но в 2015-м все же возникла идея построить тут автомобильную дорогу. В России есть такое правило. Сначала территория начинает приносить доход, затем к ней прокладывается дорога. В остальном мире иначе. Сначала строится дорога, затем начинается экономический подъем территорий. В какой-то момент это начали понимать даже в правительстве России и повелели начать освоение окраины и попытаться соорудить хоть какую-то дорогу. По проекту ее протяженность 2229 километров. Срок строительства 30 лет. Класс дороги 5. Покрытие грунтовое. Первоначальный маршрут Амсукчан, Амалон, Билибино, Певек, Анадырь. Но если копать не отведенные 30 лет, а 40, то можно после Певека повернуть на восток и пробить до Берингового пролива. Концлагерная стройка трансполярной железной дороги. Салехард, Надым, Игарка, вошедшая в историю ГУЛАГа как мертвая дорога. На официальном языке называлась дорога номер 501-503. Федеральное грунтовое шоссе, которое когда-нибудь свяжет Америку с необитаемой Россией, оказалось в этом же ряду, продолжило нумерацию и официально называется дорога номер 504. Поначалу Макдональдс был экзотикой, вызывал трепет и считался самым модным местом в Москве. Макдональдс на Пушкинской возник в 90-м году вместо кафе «Лира» на пике кризиса в самом начале всесоюзной нищеты и неожиданно для себя стал респектабельным местом. Здесь было дорого, но километровая очередь в Макдональдс оставалась единственным местом, где можно было стрельнуть сигаретку. В любом другом месте за эту просьбу уже давали по голове. Макдональдс не был лишь общепитом. Он стал одной из самых успешных идеологических диверсий по подрыву устоев социализма. Наравне с фестивалем молодежи и студентов 1957 года, американской выставкой в Сокольниках 1959. И Макдональдс изменил советскую систему общепита. Он ввел новый стандарт чистоты, красоты, оригинальности. Когда возле Центрального телеграфа на Тверской открылся второй Макдональдс, счастью не было предела. Это как 2 фестиваля молодежи и студентов и 2 американские выставки в Сокольниках. А потом открылся третий и все последующие. И самое главное, не только в Москве. Впервые то, что априори полагалось самому главному городу как признак столичности, выплеснулось на страну, став всеобщим. В провинции, где последнее яркое событие сожжение барской усадьбы в 1917 году, Макдональдс оказался культурным озарением, совместил в себе еду, новые правила жизни, западную сказку, выставку современного искусства. Обрусел Макдональдс неизбежно. Все заграничное, что попадает в Россию, постепенно удаляется от оригинала, меняет смысл и форму, перестает быть на себя похожим. Люди, автомобили, идеи. Хамить Макдональдс начал постепенно и неотвратимо. Вместе со сменой задорных студентов на подработке на унылых и обездоленных кишлачников, подавшихся в большие города от горя и голода. А самым противоречивым, конфликтным и показательным получился МакАвто. У него своя аудитория, правила и расписание. В некоторых Макдональдсах основной зал не работал ночью, а МакАвто оставался круглосуточным. И к заветному окошку, единственному источнику еды, не только приезжали, но и приходили, что породило массу конфликтов. Пешеходов не обслуживаем, только на машинах. Фольклор сохранил историю о том, как выкручивались люди. Кто-то тут же вызывал такси, подъезжал к окошку, забирал заказ, отпускал такси и таял с добычей в ночи. Специально приезжали на мотоциклах и велосипедах.
Поскольку главным условием стало требование именно приехать, а не прийти, в ход пошли скейты, ролики, прочие сегвеи. Но самым сильным, однозначным, показательным получился приезд в МакАвто на лошади. Именно русский Макдональдс удостоился наиболее массового ковбойства. Любой начальник окошка на Руси всегда немножечко царь, поэтому в России сопротивление МакАвто велось с наибольшим размахом, что породило самые настойчивые ответные действия. Из Америки кадров со всадниками в МакАвто гораздо меньше, зато из России их больше всего. Наши неотвратимы, креативны, повсеместны. Но приехать в МакАвто верхом – развлечение не столичное, это провинциальный сценарий прочей страны. Поскольку настоящий Макдональдс умер вместе с прежней Россией, то есть еще до нынешнего массового перехода на гужевой транспорт, конный визит за Биг Маком уже тогда был не крестьянским выходом в люди, когда вся деревня давно ездит только на лошадях, иногда снаряжая гонца в город за солью и спичками. На лошадях в МакАвто ездили городские, кто всегда при автомобилях, но так смешнее. Помимо верховых приезжали и упряжные. Макдональдс до последнего оставался любимым, обожаемым, удобным, и почему бы посреди бела дня не пожаловать на порог самым оригинальным образом, и тем более ночью, если иначе Биг Мак не добыть. Верхом в Макдональдс, как у себя дома, когда все вокруг свои, и здесь всем хорошо. Было такое время. Сибирь не очень пригодна для жизни. Места ссыльно-каторжные, предназначенные для наказания за плохое поведение. Здесь вершил освоение новых русских земель Ерофей Павлович. Сюда на каторгу отправили декабристов. Где-то здесь крепло ВКПБ и политически дозревал уголовник Джугашвили. Отважный Чехов собирал материал для рассказов. Прошел стадии становления и расцвета архипелаг ГУЛАГ. Зато Сибирь подходит для испытания людей и техники на прочность, поголовное мужество и климатические рекорды. Любимым объектом испытаний сибиряков-забайкальцев-дальневосточников стали не люди, а техника – японские автомобили. Интересно, выживут или нет и как долго? Правый руль для региона спасения. Только благодаря японскому секонд-хенду здесь теплится жизнь, остается шанс добраться, есть хоть какие-то надежды. И тема для споров. Местный колорит. Постоянно доказывает, что Toyota лучше всех. Honda для эстетов, Subaru для ремонта, Nissan за грибами, Suzuki для женщин. Если кто не согласен, можно и по носу. Как только на горизонте возникает чужой, всякий сибиряк считает важным учинить показательный диспут на тему ресурса, пробега, надежности японских автомобилей с правым рулем и похвастаться миллионным пробегом. У каждого есть друг, родственник которого знает того парня, у которого свояк ездил с деверем, у которого племянница лично говорила с троюродным братом, который проехал 1 000 000 километров. Первое в фольклорном зачете рекордсменов всегда Toyota. Любая модель, любого года, в любых руках пробегает 1 000 000 километров. Спорить опасно, лучше кивнуть и поставить лайк. У американцев такого страшного полигона, как Сибирь, нет. Им приходится составлять рейтинг надежности и обосновывать его цифрами. Аналитическая компания IC Cars задалась вполне логичным вопросом сибиряка. Кто на свете всех милее, всех надежнее и длиннее, в смысле проживет дольше, уедет дальше? Исследователи случились не ленивые и проанализировали пробег 174 миллионов автомобилей Америки. Целью было определить, какие модели с наибольшей вероятностью преодолеют отметку в 250 тысяч миль. Это где-то примерно 400 тысяч километров. Заранее понятно, что это запредельная цифра, и на такое способны немногие. Аналитики установили, лишь 4,8% всех автомобилей преодолевают такой путь. Однако отдельные модели превышают его в несколько раз. Все призовые места в рейтинге заняли японцы, и на первом месте, как и ожидалось, Toyota. Не вся, отдельные модели. Лидер Америки и планеты Земля – Toyota Sequoia. Не потому, что она непременно проживет зачетные 400 тысяч.
Американские исследователи на основе реальных биографий конкретных автомобилей вывели индекс вероятности. Он основан на данных о реальном пробеге. Помимо индекса вероятности, исследователи составили статистическую модель, проанализировавшую шансы сохранения жизнеспособности до зачетного километража. Получилось неплохо. Вероятность пробега в 400 тысяч километров у Sequoia составляет рекордные 39%. Это означает, что, покупая машину, у трети клиентов есть шанс умереть раньше своего автомобиля и включить Sequoia в завещание. Далее в списке следуют Toyota 4Runner, Highlander Hybrid, Tundra и Lexus IS. Поскольку американцы иногда оправдывают подозрения сатирика Михаила Задорнова и умеют удивлять, для них Toyota и Lexus, Honda и Acura не муж и жена, а 4 разных человека. Исследователи полагают, что это разные фирмы, поэтому на первом месте рейтинга у них Toyota, на втором Lexus, на третьем Honda, на четвертом Acura. Замыкая список надежных, Acura MDX продемонстрировала вероятность достижения отметки в 400 тысяч километров у 9% автомобилей. Русские с американцами обнимались на Эльбе в 45-м. Теперь, если бы они вновь встретились, опять нашелся бы повод обниматься, поставить друг другу лайк и выпить за Тойоту, одинаково долговечную и в американских вычислениях, и в русской Сибири. Одинокая женщина может устроить скандал на необитаемом острове, умеет смастерить конфликт на ровном месте, поссорить из-за пустяка соседние страны. Даже там, где не о чем говорить, есть шанс отлично оттаскать за волосы, провести физиономией по паркету. А уж если повод стоит выеденного яйца, то может случиться Третья мировая. Идеальный сценарий – 2 женщины. Когда появляется возможность докопаться не до столба, а до такой же рьяной оппонентки. Непременно полетят перья, будут жертвой, на подмогу позовут мужиков, чтобы спор домохозяек поддержали танки, артиллерия, пара авианосцев, межконтинентальные баллистические ракеты. В Германии случился отличный скандал. Немцы прикидываются терпеливыми, спокойными, рассудительными, хотя действительность опровергает этот неверный образ музыкальными подсказками. Самые яростные рок-группы немецкие. Из тихого германского омута выплыл не только Scorpions и Rammstein, но и Accept, Disaster, Distraction, Warg, Крематорий, Dark, Maroon и еще сотня других. Эти немцы грянули на весь свет в таких далеких от жанра колыбельных песен направлениях, как Black Metal, Death Metal, Power Metal и прочий Heavy Metal. Не только Вагнером единым. То есть в действительности немцы не такие вялые, какими пытаются казаться, и не такие тихие, и не такие вежливые. Поэтому скандал получился отличный, во весь латентный темперамент, как и полагается любому конфликту, усугубленному женщинами. 2 немки не поделили Mercedes Brabus, сразу обозначив высокие ставки, большие намерения и неизбежное кровопролитие. Стройная блондинка Луна Робео, как смогла, вышла замуж за рэпера и бросилась в Инстаграм рекламировать удачу, демонстрируя восхитительную жизнь, провоцируя зависть. Все, как и полагается у подобных блондинок. Но вот с автомобилем у нее как-то не складывалось. Прильнув к серому Volkswagen Golf, выглядела она неподобающе. И тут рэпер подарил ей Гелендваген, да еще Брабус. Визгу было на весь Инстаграм. Шарики, плохо сыгранное удивление, поддельный восторг, мрачный муж, похожий на бандита, имитирующий щедрость жеста. Инстаграм был обязан утонуть в слезах зависти. На ту беду лиса близехонько бежала, еще одна блондинка, но более дорогая, породистая, более перспективная. Миле Умичевич. У нее тоже есть Брабус, весь, целиком, потому что она вот-вот выйдет замуж за владельца компании Брабус Константина Бушмана. Статус – невеста. Ник в Инстаграме – Милли Брабус. И Милли наотмашь отвесила оплеуху более молодой, но менее удачливой Луне Ребеа. Брабус у нее поддельный. И с упоением добавила эмоций, щедро отсыпав колкостей, подогретых на огне превосходства. Рэпер своей инстаграмной блондинке купил не оригинал. Уж кому, как не Милли Брабус, знать, где подлинник, а где копия.
Блондинки ни умом, ни сообразительностью не отличаются, даже если они крашены. Жена рэпера Саблезубы сверкнула в ответ и, ядовито поставив невесту Брабуса на место, в гараж ее будущего мужа, как и полагается, полетели перья, эпитеты, ругательства. Публика ахнула и побежала занимать места в партере, делать ставки, делиться на команды. На подмогу были вызваны мужья, авианосцы, танки, атомные бомбы. Германия взорвалась. И тут обозначилось рациональное зерно. Возник справедливый вопрос: как отличить подделку от оригинала? И еще парочка: почему Брабус допускает подделки и что Брабус намерен с ними делать? Торпеда пришла под ватерлинию. Брабус затонул. Константин Бушман, владелец компании и рьяной невесты, развел руками и понес ерунду про то, что отличить их надо уметь. Главная подсказка – это ВИН-код, вот только он и сам не может в этом вопросе разобраться, поскольку ВИН-кодов два. Один от Мерседеса, второй от Брабуса, и нет никакой внятной системы, по которой они присваиваются автомобилям. На рынке продаются его оригинальные автомобили, часть которых имеет ВИН непосредственно от самого Брабуса, а часть от Мерседеса. И если смастерить подделку на основе купленного у дилера Гелендвагена с полноценным мерседесовским ВИНом, наклеить логотипы, провернуть пару спойлеров, растопырить резину, то и не догадаешься, что Федот да не тот. Что собирается предпринять Константин Бушман для решения проблемы? Не с блондинкой, с подделками. Наверное, мямлетон, надо бы провести рекламную кампанию, написать пару пресс-релизов, что-нибудь опубликовать в газетах. Иными словами, фирма Брабус ничего предложить не может. А впредь заниматься вопросом подделок будет не хозяин фирмы, не его инженеры, не эксперты системы сертификации, не полиция, а пиар-менеджер фирмы Брабус. Он что-нибудь напишет, где-нибудь опубликует, как-то объяснится. Но не сейчас, пока еще блондинки не остыли, а потом, поскольку на сегодня должность пиар-менеджера компании Брабус вакантна. Стол есть, менеджера нет. Никто не хочет высокооплачиваемую работу в престижной немецкой фирме. Обещают, что будет интересно. Музыку в дорогу хотелось всегда, но раньше это означало плюс одного лишнего человека в поездке. Хочешь кататься под музыку, бери с собой гармониста, и пусть играет, пока не помрет. Автомобиль, как лучшее, что придумали люди, с гармонистом несовместим, но и с патефоном не очень. Спасла человечество немецкая фирма Blaupunkt, смастерившая в 1932 году подходящий автомобильный радиоприемник. Но по-настоящему цель была достигнута только с появлением в 1963 году привычной и понятной кассеты. Компактно, удобно, без посторонних. Слушаешь только свое, не раздражаясь на чужое. Радио до сих пор может подложить свинью и включить Кобзона, а со своей фонотекой на кассетах подобное исключено. CD стал прорывом из-за объема. Кассета конечна, CD пообещал бесконечность. Даже поначалу, когда CD писал музыку в аудиоформате, максимально вмещал только 9-ю симфонию Бетховена, собранный в обойме Чейнджера, он все равно позволял людям надеяться на автономию на полдня. Про Бетховена упоминание не случайно. В 1980-м главный спаситель человечества, изобретатель компакт-кассеты, голландский Philips, вместе с японской Sony, создали первый в мире лазерный диск на 60 минут звучания. Но вице-президент Sony Ноира Ора, музыкант, распорядился увеличить объем, чтобы на диск помещалась самая популярная, общеизвестная и лично ему очень понравившаяся 9-я симфония Бетховена, а ее продолжительность 74 минуты. Поэтому лазерный диск во всем мире стал 74-минутным. Потом аудиоформат сменился на MP3, и люди получили бесконечный хронометраж. Почти бесконечный. Но музыки в дороге стало много, сколько хочешь. Поначалу проигрыватель компакт-дисков был приложением к магнитоле и выпускался как приставка. В 1984 году ему выделили полагающееся место на панели, введя стандарт 1 DIN и 2 DIN, чтобы кассета и CD не ссорились и могли существовать рядом. Первым автомобилем, вышедшим на рынок с CD, без компакт-кассеты, стал в 2001 году Mini. Не маленький, очаровательный, оправдавший свое название, а нынешний переросток.
Ему требовалось прослыть самым передовым, и немцы рискнули отказаться от старого кассетного формата, предложив музыку только на дисках. Intel изобрел USB в 95-м и смог сделать его всепланетным на старте, поделившись и с Philips, и с Microsoft, и с US Robotics. Автомобиль у человечества в общих чертах остается таким же, как и в самом начале, в XIX веке. Колеса не стали квадратными, двигатель не стал треугольным, коробка не стала круглой. Зато музыка в машине кардинально поменялась несколько раз, и между патефоном и флешкой разница невероятная. Хорошая езда настигла автомобиль не столь решительно, как более актуальная потребность человечества в хорошей музыке. Сегодня странно не иметь в машине мультимедийный центр. Развлечений требуется больше. Помимо езды и музыки нужен навигатор, подсказки, картинки, телевизор. Музыка из некогда самой важной игрушки отошла на второй план, уменьшилась в размерах, скромно притаившись в паре микросхем и ни на чем не настаивает. Когда понадобится, достаточно нажать виртуальную кнопку, и вот она есть. Выиграв в качестве, доступности, удобстве, бесконечности, она уступила место прочим развлекательным системам. В CD человечество наигралось еще быстрее, чем в кассеты. Отказалось так же решительно и смело перешло всем поголовьем на флешки USB. И тут внезапно выплывают расписные стеньки Разина Челны, и обнаруживается запоздалый седан Lexus IS 2025 года выпуска. У него все как у всех. Навигация, мультимедиа, нелепо торчащий дисплей, беспомощная виртуальность кнопок, несколько USB, Марк Левинсон. И здесь же у него CD-проигрыватель. Утраченный человеческой цивилизацией, как руны древних германцев, устанавливается с завода в штатное место на передней панели. Где в наши дни брать диски, в чем хранить, как пользоваться? Для этого требуются подсказки, переобучение, опросы очевидцев. Lexus IS – машина не для стариков. С остеохондрозом в нее не влезть, в противном случае потребуется ортопед, чтобы выбраться наружу. Поэтому подманивать столь устаревшего клиента к современному автомобилю доисторической музыкой необходимости нет. Но угадать целевую аудиторию CD-плеера именно в этом автомобиле невозможно. Чтобы не возникло ощущения ошибки и единственного промаха фирмы, такой же проигрыватель дисков Lexus сохранил и у купе RC, и подавно адресованного не просто бодрым, а молодым и дерзким. Если они все же обнаружат CD в своей машине, сумеют понять, что это такое, как-то осмысленно воспользоваться, все равно не смогут. Lexus не единственный в Японии, все еще работающий на дровах. CD-проигрыватель входит в комплектацию Subaru Outback. Но если у Lexus он торчит на бороде и его трудно не увидеть, то у Subaru он спрятан в боксе подлокотники между сиденьями. При желании можно не найти. Помимо Outback, CD предлагается в качестве опции за $375 для Subaru Impreza VRX. На сегодня в мире осталось целых 4 автомобиля, имеющих с завода проигрыватель CD-дисков. Какой нынче Land Rover на дворе? Со времен второго Discovery в новую модель фирмы мало кто верит. Первый Discovery появился в 1989 году, а в 1998 Land Rover надоело считать его первым, и с утра пораньше было решено, что теперь он Discovery 2. Такое внезапное назначение модельной свежести практикуется многими фирмами. Volkswagen старательно производил Passat B3 с 1988 года, а в 1993 году решил, что отныне он не B3, а совершенно новый, другой, не похожий B4. Никаких оснований считать рестайлинг новой машиной не было, но Volkswagen настаивал. В 90-м году Ford придумал модель Explorer, но через 5 лет решил, что теперь это Explorer 2, хотя это был только рестайлинг. Этот же трюк Ford повторил еще раз с третьим поколением Explorer образца 2001 года в середине жизненного цикла в 2005, назначив его четвертым поколением. Весь этот бессовестный обман особого смысла и коммерческого успеха не имеет, но приводит к одинаковым последствиям – утрате репутации. Фирмам перестают доверять. Но Land Rover продолжил играть в новизну. Поэтому понять, идентифицировать, угадать,
кто где, как называется, какого года, становится все труднее. Помимо этого, стало крайне трудно отличить Land Rover от Range Rover, а те модели, которые с приставкой «спорт» и подавно всей толпой путаются под ногами, как дети в младшей группе детского сада, и угадать в них Discovery так же трудно, как Range Rover. Приходится напоминать. Самый правильный способ – поставить рядом и написать, кто есть кто, чтобы идущие в своих размышлениях жители Вильнюса вдруг увидели, что Range Rover'ов много, и они, оказывается, не Discovery, и к тому же все разные. Сколько поколений у Range Rover? Целых 5. Проводят такие акции дилеры. Литовские делают это очень грамотно. Если нынешний Range Rover не интересен по определению и нужен только, чтобы показать деньги, то самый первый, 70-го года, интересен настолько, что пройти мимо, не залюбовавшись, невозможно. Это машина последней генерации с горизонтальной решеткой в правильном трехдверном кузове. Увидеть разницу можно только, когда все 5 вместе. Видна идеологическая пропасть между Range Rover первым и вторым. Первый внедорожник, с таким аэродинамическим обвесом под передним бампером, уже скоростной покоритель автобанов, заявивший о намерении стать самым универсальным в истории, чтобы и в грязи, и в князи. Второй Range Rover по прозвищу Пегас. Его единственная задача – быть не похожим на первого. Третий сам по себе неплох, но о том, что именно он третий, понятно только, когда рядом второй, и оказывается, что это не Discovery и не Range Rover Sport. Про четвертого и не скажешь, что он Range Rover, и непременно ошибешься с поколением. И совсем странно, что, оказывается, его уже сняли с производства, и есть какой-то другой, следующий. Пятому надпись Range Rover обязательно, иначе не понять, вдруг это очередной Discovery или, что тоже возможно, Velar, хотя может быть и чей-нибудь спорт. Оказывается, все 5 разные, не похожие, и только имя у них общее – Range Rover. Вопросы, ответы, реплики. Агриппа Петров. В Альберте, Канада, налог за использование электромобиля на $200 в год выше, чем на остальные бензиновые и прочие автомобили, потому что налоги надо собирать, а они иначе входят в стоимость жидкого горючего. Никаких привилегий за электромобиль нет. Вадим Анет. Насколько прекрасной была бы Россия, если бы на уроках истории не рассказывали, как можем повторить, а преподавали историю мирового автомобилестроения. Порой история только одной модели, куда интереснее истории целого государства. Тарас Нижник. Вопрос не в том, что «Лады» для Европы теперь азербайджанские. Вопрос в том, кто эти странные европейцы, что вообще покупают «Лады». Мы с вами каждый день видим очень глупых немцев, французов, англичан в ранге политиков, лидеров, руководителей. Они покупают и продают по-крупному, в основном свои страны. А где-то внизу есть те, кто также глупо покупает и продает русские «Лады». На сегодня все. До свидания.